Я вижу ОДКБ измерением безопасности будущего Евразийского союза. Правда, нам до этого измерения безопасности еще и очень далеко. Руководящие органы ОДКБ и лично Николай Николаевич Бордюжа, могу сделать ему оправданный реверанс, делают максимум для того, чтобы организацию довооружить и функционально, и финансово, пока здесь движение не очень, так сказать, эффективное. Даже в шутку сложно сравнить сегодняшнюю ОДКБ, например, и НАТО. А задачи, которые стоят в недалеком будущем перед ОДКБ, сопоставимы с теми, которые ставились когда-то перед Североатлантическим альянсом. Разумеется, другое время, другие задачи, их объем и совершенно другие страны. Но, тем не менее, если мы говорим о полнокровном измерении безопасности, то заниматься ОДКБ, финансировать ОДКБ, довооружать коллективные силы оперативного реагирования, я имею в виду не в прямом смысле, а по численности, по функциональности и так далее, это, безусловно, общая задача. Мы говорили об этом недавно в Казахстане. В 2012 году именно Казахстан председательствует в ОДКБ. И пока движение, к сожалению, здесь более чем скромное. Поэтому надувать щеки рано. Парламентская ассамблея ОДКБ существует на сегодня как пасынок Межпарламентской ассамблеи СНГ. Ну, это болезнь роста, ничего страшного. Пока парламентская ассамблея ОДКБ является, по сути, структурным подразделением секретариата МПА СНГ, и уже из коротких штанишек пора вырастать. Мы будем говорить в конце мая в Беларуси во время визита того же Сергея Евгеньевича Нарышкина, и уже говорили в Казахстане, говорим с партнерами непрерывно. И что касается других стран ОДКБ, Армении, например, недавно у нас были подробные контакты о том, что парламентскую ассамблею ОДКБ нужно делать самостоятельной структурой, как это и предусмотрено поправками к уставу ОДКБ, которые недавно прошли, кстати, ратификацию 2 месяца назад в Государственной Думе и также в остальных парламентах стран-членов ОДКБ. То есть парламентская ассамблея ОДКБ совершенно независимая автономная структура. Для президента создание Евразийского экономического союза, мы все это прекрасно с вами понимаем, это момент истины. Для него это архиважно. А раз это архиважно, то следует сконцентрироваться не только на работе с коллегами-президентами, премьерами, депутатами национальных парламентов, но и с простыми людьми. И тогда создание Евразийского экономического союза будет совершенно, так сказать, носить другой характер. Это будет совершенно, если позволите такую аллегорию, несгораемая ситуация, неотвратимая, необратимая. И прежде всего она будет поддерживаться, хотелось бы в это верить, уже в ближайшие годы миллионами жителей постсоветского пространства. Говоря о соотечественниках в мире, помимо Россотрудничества, мы должны говорить о некоторых других вещах и о госпрограмме переселения. Люди хотят переехать, но не могут. Средства, которые выделяются по госпрограмме переселения, ничтожно малы. Просто другого слова нет. Здесь пионером, наверное, является не Франция. Франция является пионером, так сказать, в том, что мы называем с вами франкофонией. Это деятельность аналогична нашему Россотрудничеству. А госпрограмма переселения, то есть возвращение соотечественников домой, это, наверное, Германия. Германии, правда, потребовалось после окончания Второй мировой войны 55 лет, чтобы собрать немцев по всему миру. Но они это сделали, если брать последние, в частности, 15-20 лет, совершенно блестяще. Были созданы все условия, была создана система через посольство, через специальные страновые центры работы с потенциальными возвращенцами. И эта система, на мой взгляд, отработала совершенно гениально. Ну, конечно, слом Берлинской стены еще эти процессы лет на 5 отбросил назад, потому что средства перераспределялись, так сказать, несколько на иные задачи, но тем не менее здесь есть у кого учиться, и велосипед нам изобретать не надо. Поэтому основные реперные точки, основные досье будущего обращения, которое сейчас комитет готовит, и Бог даст, в мае-июне оно может быть принято Государственной Думой к президенту. Я еще раз подчеркну, что мы надеемся на поддержку всеми фракциями. В
составе Государственной Думы. С отечественниками эта тема больная, родственники в ближнем и у многих в дальнем зарубежье есть, наверное, вот, едва ли не у всех депутатов Государственной Думы. И здесь не надо друг друга ни в чем убеждать, потому что все мы эту ситуацию прекрасно знаем. Равно как знаем и ту ситуацию, когда работа с отечественниками ведется в совершенно недопустимом малом масштабе по сравнению с тем, в каком она должна вестись и может вестись. Финансовые возможности сегодняшней России вполне это позволяют. Последний штрих вслед за деятельностью Россотрудничества и других организаций по работе с отечественниками и госпрограммы переселения – это создание единого информационного пространства. Когда уже Европейский Союз начался, никто особо в это не верил. Но, тем не менее, все из солидарности провозгласили: мы будем создавать Европейский Союз, интеграционную структуру, и стали двигаться, на самом деле, в этом направлении гораздо быстрее, чем им самим казалось. Уже к середине 90-х годов Европейский Союз был реально действующим, мощным, так сказать, наднациональным объединением в Европе с профессиональными директоратами комиссии европейских сообществ. И, конечно, Европейский парламент тоже просто жуть. Какие иронические статьи были в Le Monde, в Фигаро, в других европейских ключевых, я просто как франкофон значит, читал эти газеты. Вот, Европейский парламент, карикатуры. Действует Европейский парламент, принимает, правда, не совсем объективные резолюции по России и еще чем-то не устраивает нас, да и самих европейцев. Работает то в Брюсселе, то в Страсбурге, но, тем не менее, это же сегодня совершенно реальная парламентская структура, четко структурированная, системная, и это сегодня самый, что ни на есть, реальный европейский парламент. Конечно, как любую парламентскую или межпарламентскую структуру, его всегда будут раздирать какие-то там временные разделительные линии, противоречия и так далее, ну, на то и парламент. Поэтому, конечно, все это будет создано. Вопрос, насколько правильно это будет создано. Вопрос, насколько это получит поддержку и на уровне глав государств. Для этого мы должны избрать правильную дорожную карту, от которой, мне кажется, не создав в марте Евразийский экономический союз как вывеску, как оболочку, мы уже несколько отошли. И второй вопрос, может быть, главный, и не только на сегодня, но и на завтра, и через 5, через 10 лет, насколько эта структура, как Европейский союз в 90-е для населения стран Западной Европы, насколько эта структура будет понята и востребована самим нашим населением.